Хорошего времени суток всем! Рады вашему вниманию, вы на канале Like It Around Mix. К последней неделе марта мы уже можем наблюдать, как весна прижилась на улицах Киева, а весеннее тепло прямо возле нашего дома, как, впрочем, и во многих дворах Русановки, начинает радовать нас вот такими милыми, нежными весенними первоцветами. По-весеннему яркое солнце, ясный солнечный день, комфортная приятная погода манит на улицу, но юная часть нашей команды продолжает дистанционное обучение, поэтому для более дальних прогулок придется ждать выходного дня. Сейчас за окном очень позитивно смотрится ярко-голубое небо, а буквально несколько дней назад желание выйти на улицу совсем не возникало. И мы целый день не могли оторваться от картины, разворачивающейся за окном. Начало дня было более-менее спокойным, а с середины картинка начала меняться как в калейдоскопе с потрясающей скоростью, и мы не удержались, чтобы не запечатлеть всю эту гамму цвета и ожидания, и показываем вам цвет и объем наступающих туч и скорость их приближения предполагала появление природных пакостей, и они не заставили себя ждать. Во-первых, хоть и в невысокую, но плюсовую температуру добавился мелкий, весьма противный снежок. Цвет неба стал напоминать серую муть, никаких контуров облаков уже не видно, сплошная серая дымка, как туман. И если бы не контуры соседних домов, вид из окна можно было смело сравнивать с видом из иллюминатора, когда самолет проходит сквозь облака. Снежинки начали становиться крупнее и пушистее, снег шел где-то минут 30, но падая на уже прогретую землю, ни на ней, ни на спортивной площадке, ни на крышах соседних домов своих следов не оставил и вскоре прекратился. Серая муть визуально как будто уплотнилась, сформировалась в очень темное облако, тучу и начала улетать. Над стоящим напротив красным домом башней уже появились участки красивого голубого неба, белые облака. Ощущения от видимой картинки перестали быть тревожными, и нам только оставалось разглядывать уходящую уже совсем черную тучу и серую пелену вдалеке. Хочется отметить, что такой пробег туч над нами был не единожды, поэтому мы не поспешили радоваться, что погода проясняется и налаживается. Такая предусмотрительность и осторожность оказалась минут через 20 полностью оправданная, потому что началось такое, но все по порядку мы обязательно покажем. А в начале можно было наблюдать все более обширный участок красивого голубого неба, и даже хорошо было видно Луну, уползающая, если можно так сказать, от тучи. Большая видимая ее форма становилась все более светлой, все более воздушной, все больше напоминая белые красивые облака, а с противоположной стороны начало темнеть. Приятный голубой сектор неба становился все меньше, белых тонов тоже убавлялось, и мы специально засняли подольше этот момент прихода тучи, чтобы было четко видно, какой у нее был устрашающий вид. А еще начало садиться солнце, и подсвеченные лучами дома создавали такой контраст, что туча еще темнее казалась. Сидя в помещении, конечно, спокойно и любопытно разглядывать, что происходит на улице, но такой вот снежной бури мы точно не ожидали. Сильный порыв ветра, все потемнело, и вот сразу начался такой бешено летящий снег. Мы специально убрали звук, потому что, кроме сильного шума, да, какой-то вой был слышно.
Очень некомфортное ощущение, даже смотреть через окно не очень спокойно. Вот так начинаешь понимать, что фраза «воет ветер» имеет не всегда переносное значение. Находясь под сильным впечатлением от такой бушующей весны, мы были уверены, что в этом видео загадки уже не появятся. Но ребус пришел извне нашей команды. Задумчивый вопрос прозвучал приблизительно так. Вот интересно, жители Нью-Йорка чуть больше 100 лет назад, в 1903 году, удивленно разглядывая необычное светящееся северным сиянием июльское небо над городом, это в ходе опытов Николы Теслы, тоже впечатлялись и обсуждали странные причуды природы. Вот такой вопрос, риторический-исторический. А нас из неожиданной задумчивости вывела вновь сменившаяся картинка на улице. Хорошо, что не очень долгая. Эта снежная буря прекратилась, снег перестал идти и выглянуло солнышко. Позитивный настрой оно задало окончанию такого сумбурного дня, и продолжается позитивный весенний настрой у киевской погоды сегодня. Значит, следующие съемки будут на интересных прогулках. Всем пока-пока!